Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу и покажу, как подвязать кусты помидоров на грунте. Здесь у меня сорт помидоров Сказка и уже начал падать. Необходимо срочно их подвязать, потому что влага, которая есть на земле, способствует гниению помидоров, и мы их выбросим. Для подвязки помидоров понадобятся такие палки, которые можно вырубать в посадке, или же куски арматуры, если они у вас есть. Длина их 1,20 м. Также понадобится обычный шпагат, или же можно использовать обычную пластиковую бутылку и степлер для бумаги, который будем резать ножом. Каждый куст помидоров можно подвязывать непосредственно к отдельной палке или же к веревке, натянутой между ними. Я покажу два способа: к палочке и веревками. Перед подвязкой желательно сделать посынкование кустов, для того чтобы больше соков из корня шло помидорам. Вот на кусте есть маленький пасынок. Его желательно отщипывать или же отрезать острым ножом. Но только если его длина 5-7 сантиметров. Желательно оставить небольшой пенечек, около сантиметра, для того чтобы в этом месте уже не рос новый пасынок. Если куст помидоров оставить в таком положении, то помидоры начнут гнить, а сами ветки пускать корни, и в дальнейшем из него ничего хорошего не получится. 70% всего сгниет. Казалось бы, все просто, но в этом деле есть тоже свои тонкости. В первую очередь, на расстоянии 7-15 сантиметров от куста помидора необходимо забить такую палку или арматуру. Вот в этом месте. Затем необходимо с помощью шпагата или пластиковой бутылки прикрепить этот куст к упору. Берем пластиковую бутылку, острый строительный нож и вырезаем полоски шириной примерно 1 сантиметр. Кольцо это разрезаем пополам. Получается такая полоска. Теперь поднимаем куст аккуратно, чтобы ничего не поломать, и обхватываем этой полоской куст и крепежную планку. Сжимаем обе части и с помощью канцелярского степлера скрепляем их между собой. Вот куст закреплен. У меня получился вот такой симпатичный подвязанный куст помидоров. По мере роста куста можно подвязывать с помощью пластиковых полосок или веревки куст все выше и выше. Если у вас много крепежных планок, то это эффективный способ и легко ходить между кустами. Поэтому этот ряд я сделал этим способом. Вот так у меня получилось подвязать этот ряд помидор самым простым способом. Этот способ хорош, если у вас есть много крепежных планок, но если их мало, то необходимо подвязывать на веревку. Следующий ряд кустов помидора я подвяжу с помощью двух крепежных планок, которые будут установлены по двум сторонам. Кроме этого, нам понадобится старая проволока или старый телевизионный кабель, если у вас нет длинных прутьев или же длинной рейки. Берем прутья потолще и помощнее и забиваем также на расстоянии 5-7 сантиметров от крайнего куста помидора с одной и с другой стороны.
берем старый телевизионный кабель, трубу или проволоку и привязываем к этим стоечным креплениям. Берем шпагат, привязываем его у основания куста на расстоянии 2-3 сантиметра от земли. Все веточки, которые идут с земли, мы обламываем. Поднимаем куст и по кругу обходим этой веревкой. И привязываем к верхнему телевизионному проводу. И таким образом я подвяжу весь ряд. Таким образом ряд подвязан. Желательно, чтобы веревка верхняя не сильно прогибалась или проволока. И можно ставить промежуточные стойки для того, чтобы она не очень прогибалась. И будут тяжелые помидоры. Третий способ идентичный второму, но я не буду использовать телевизионный провод, а использую просто шпагат, который натяну с двух сторон куста, для того, чтобы помидоры не падали. Также забиваем две стойки слева и справа ряда. И натягиваем шпагат по кругу, вокруг кустов. Привязываем его на расстоянии половины куста. И протягиваем по всему ряду. Стараясь поднять все кусты. Обводим вокруг второй стойки. И ведем назад. Слегка натягиваем и привязываем снова к этой стойке. Для того, чтобы кусты очень не ложились, необходимо сделать еще по центру одну стойку и привязать к ним натянутую бечевку. И набрасываем на нее наперекосяк эту бечевку. Вот так получилось подвязать кусты помидора третьим способом. Конечно, можно еще использовать специальную сетку, которая продается в магазинах, и натянуть помидоры на нее. Но этот способ самый простой и незатратный, который можно сделать своими руками. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками подвязать кусты помидоров, которые растут на грунте. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!